я вижу два фактора важных, которые ЮКОС сыграл на территории Томской области. Это экономический. Совершенно очевидно, что ЮКОС был одним из крупнейших налогоплательщиков, причем исправно платил эти налоги. Это была компания, которая одна из первых в России приняла международные стандарты корпоративной отчетности. То есть она все эти обвинения, которые нелепые предъявляются, тем более сейчас во втором процессе, они кажутся смешными, то есть даже абсурдными. Кавказская какая-то история совершенно безумная. Значит, экономически область проиграла колоссально, потому что это имиджевая вещь, это был налогоплательщик крупнейший, и это создавало такую хорошую репутацию региону с точки зрения инвесторов, нахождения инвесторов. Очевидно, что за собой потянули пакетно они, если бы они продолжали быть, других инвесторов, других крупных игроков, которых, к сожалению, область при всем своем старании сейчас не может заманить на территорию Томской области. Это экономически было выгодно и вузовской общественности. Город Томск – это вузовский регион и территория, поэтому ЮКОС очень сильно развивал отношения с политехническим университетом. Мы знаем те программы колоссальные, которые они выстроили в системе вуз-компания. То есть люди могли учить, студенты получали стипендии, преподаватели, профессора за свои научные инновационные разработки в области нефтегазовой промышленности получали гранты от ЮКОСа. Это была мощная поддержка и вузовской системы образования. Наконец, социальная вещь. Второй фактор, который колоссальный, на мой взгляд. Что делал ЮКОС? ЮКОС формировал социально ответственного гражданина. Как бы это с пафосом не звучало, объясню почему. Значит, была у них такая программа шикарная, цивилизация, и они уже начиная со школы развивали гражданскую позицию человека. То есть там было в игровом варианте лидерство, они высматривали, смотрели, поддерживали, поощряли лучших, они саморазвитием занимались, самоорганизацией, модель государства строили, у них там цивилизация, это игра. И дальше это переходило в университет. Поддерживали лучших, лучшие выигрывали, росли, шли в университет, ЮКОС мог поддерживать их, и это становились социально ответственные граждане и профессионалы большие. То есть это было колоссально, эта сеть была, они у нас в Стрижевом развивали это направление, они развивали здесь, на территории Томска. Это была колоссальная социальная штука, когда компания взяла на себя миссию не только заниматься добычей сырья, выкачиванием ресурсов и просто платить налоги формально. Но компания взяла на себя миссию добровольно совершенно, никто ее не принуждал к этому, к развитию социального партнерства, развитию социальных сетей, social такой network. И это происходило, это мы видели, эти дети, которые сейчас ЮКОСовцы, такие в кавычках скажем, они, я уверен, это поколение, оно скажет свое веское слово еще, оно только сейчас становится, оно только получает высшее образование, но совершенно точно я могу сказать, что это уже другие дети, их уже нельзя будет ни запугать, ни заставить молчать, если им не нравится что-то. Это новое поколение россиян растет, ЮКОС бросил эти ростки, семена, и я уверен, что они взойдут. Это абсолютно точно. А область потеряла. Все, у нас нет экономически, и у нас эта сеть умерла. У нас государство говорит о социальной ответственности, призывает бизнес быть социально ответственным, делает публичные порки тем, кто вроде как социально неответственный. Но при этом, при всем, активы ЮКОСа на территории Томской области, достались Роснефти, действительно, и Газпрому, где же эта ответственность социальная? Где эти проекты, почему же не поддержали эти компании, уважаемые, не поддержали почин хороший, который делал ЮКОС? Назвали бы по-своему. Или хотя бы предложили свое что-то, альтернативное. Альтернативное этой программе детской школьной цивилизации, развития молодого этого лидера. Альтернатива вузовской поддержке вузов и как это у них было организовано. Этого мы ничего не видим. Налоги платят. Единственное, губернатор пытался чтобы спонсорами выступили ТАМИ, футбольной команды, и то нет. Понимаете, тоже отказались. Никаких, это уже, я просто говорю, даже социально такой уж для масс проект и не поддержан. Это
Вопросы, то есть нет, здесь комментировать нечего, понимаете? Был ЮКОС, это было. Развивалась социальная ответственность бизнеса. Не стало ЮКОСа, этого нет. И чего бы мы ни говорили, молодцы, там, налоги платят и все прочее. Нет социальных проектов в области, те, которые делал ЮКОС. И это факт медицинский. Когда ЮКОС, как сказать, пришел в наш город, сразу стал заметен уровень вот именно профессионализма и, наверное, социальной ответственности. Потому что я училась в школе еще в старших классах, класс выпускной был, и вот для меня, начну с себя, ЮКОС дал как будущий старт, поскольку очень хорошая была поддержка школьников, всех школьников, вот так называемые элиты, то есть это вот профилирующие классы, гуманитарные и так далее. Мы ходили на подготовительные курсы, там ЮКОС нам делал специальные программы социальные, потом мы участвовали в разных проектах «Новая цивилизация». То есть все это как-то косвенно могло повлиять на будущий старт в плане портфолио, в частности. Ну и для себя какие-то возможности открывали, ресурсы. Что касается города, то уровень жизни поднялся у людей. Люди поняли, что хотя они живут как в маленьком городе, но перед ними могут раскрываться широкие перспективы. Это касалось молодых специалистов. Всегда были какие-то командировки, поездки обучающие. Привозил вот в нефтяную отрасль очень хороших специалистов, профессионалов ЮКОС. И в плане, наверное, социального развития, то есть программы для пенсионеров были программы. Например, кто хотел уехать из Стрежевого, да, куда-то, может быть, чтобы там старость, хорошо оставшуюся часть жизни прожить, были специальные сертификаты от ЮКОСа. Поддержка молодых семей тоже была, молодых специалистов, обеспечивали там всем, чем можно. Ну, в плане социальном, в плане касательно каких-то, может, мероприятий, развлечений, построили, вот, я помню, Дом культуры переделывали и сделали как такую систему, не так, что они отдельно существовали. И что сделали? Интернет-центр очень, он как бы был, но ЮКОС его сделал, наверное, более крупным, с современными технологиями и очень доступным, что вот характерно для ЮКОСа, что для всего населения, независимо там, от уровня дохода, все вот эти услуги были очень доступны. То есть сейчас такого нету. Если говорить на настоящей ситуации, то она грустная, поскольку у меня родители живут в Стрежевом, и пока они не имеют возможности выехать оттуда, поскольку, может быть, конечно, об этом не стоит говорить, но когда ЮКОС ушел из Стрежевого, многих людей в возрасте, но хороших специалистов стали сокращать, поскольку пенсионного возраста достигли, и чтобы дать дорогу молодежи, которые там все-таки присутствует очень много молодых, негде работать, и сократили, нет финансовых возможностей. И, город умирает. То есть вот как-то действуют институты, созданные ЮКОСом когда-то, сейчас они как бы в руках других, наверное, фирм, но такой, как консолидирующий, нету организации, которая вот действительно бы держала город. Это очень грустно. Ну вот я знаю, вы получали стипендию ЮКОСа, когда уже учились здесь, в Томске. Да, это у нас была стипендия, она, по-моему, называлась как корпоративная стипендия. Ее давали за отличную учебу, там, на протяжении нескольких семестров. И такая тоже существенная поддержка, что вы знаете, у студентов стипендия очень небольшая была, и сейчас, наверное, есть. И как бы с одной стороны это финансовая помощь, с другой стороны это еще как признание каких-то заслуг. И тоже можно в портфолио включить, гордиться. Ну, насколько вот для вас, как для студентки, это было важно получать эту стипендию от ЮКОСа для ваших одногруппников? И что случилось, когда не стало ЮКОСа с этой стипендией? Вообще, конечно, это было важно, поскольку не все могли ее получить, даже среди как лучших, да, был отбор своеобразный. Во-вторых, это важно, поскольку я из другого города, да, уже финансовая ситуация иная совершенно, и это существенно было подспорье. Ну, конечно, сейчас этой стипендии нет, есть другие, но я считаю, что в чем-то потерял университет, в частности, потому что она охватывала большее количество людей, чем другие стипендии, да, там, такого же плана. И хотелось бы, конечно, чтобы было побольше стипендий не только для студентов, но, допустим, там, для молодых специалистов, для аспирантов, потому что тоже очень много и все достойны. Ну, вот как вам кажется, что потеряли, что вот, я имею в виду томская, может быть, вузовская общественность с уходом ЮКОСа? Мы потеряли, наверное, такого представителя, который всегда учитывает веяние образования, учитывает это не просто, да, что вот
университет, это все хорошо, надо специалистов подготавливаете. А вот в плане какой-то, наверное, социальной ответственности и проекты, и какие-то мероприятия важные, то есть ничто не обходилось без участия ЮКОСа. Причем, повторюсь, что это было очень на профессиональном уровне. Действительно, как бы искренне, ответственно подходили, не так, чтобы вот как отчитаться для галочки, что фирма, которая учитывает мнение общественности и вообще населения, и молодого, разных как бы, аудиторий, а вот именно действительно они вкладывали силы свои. С пониманием. Да, с пониманием, и можно было обратиться, у них не помню, как даже в Стрижевом была служба такая, то есть мы студенты учились, у нас были проблемы какие-то с обучением связаны, мы домой возвращались, приходили, спрашивали, как, социальные работники, вот, это была такая служба, очень помогала, даже в решении каких-то более жизненных, более человеческих вопросов.